Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз. Знаки судьбы. Что готовит судьба или ключи судьбы в событиях ближайшего будущего? И допустим, что эти ключи, они в ваших руках. Достанем 3 карты. Как через события будущего будут приходить к вам подсказки. И, конечно, останемся реалистами. Основной вопрос, что выбираете вы для себя? Или какой порядок вы выбираете? Может быть, и в творчестве, или в делах, или то, что вы будете продолжать. У нас сегодня 2 колоды карт. Первая – 78 дверей. Открытые двери принципиальное значение имеют или закрыты. Давайте узнаем, как знаки судьбы или ключи, в каких дверях находятся. Ну и, конечно, про реализм я говорю каждый раз, потому что любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но если, глядя на карты, обдумывать свою ситуацию, я думаю, вы люди интуитивные, явно подсказки для вас будут. Давайте узнаем, а я вас хочу пригласить на свой сайт. Там есть и статьи по психологии, есть и прогнозы астрологические. Итак, ключи судьбы, знаки судьбы, первая карта. Знаки судьбы в событиях будущего, вторая карта. И третий знак судьбы. А вторая колода, мы будем дополнять то, что нам раскроет первая колода. Посмотрите, королева жезлов. Ну, для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это может олицетворять просто карта женщину, с которой очень хочется быть рядом. Мои дорогие девочки, это может быть еще и ваша сила. Вы как магнит, правда, иногда вот большое желание находиться с таким человеком. Вы словно притягиваете к себе внимание противоположного пола. Есть такое, я допускаю. Но для всех, каждого из вас мы смотрим карту как архетип. Это тот человек, который прошел уже какой-то опыт и теперь уже настроен на то, чтобы себе не навредить. Вот этот опыт, пусть даже минусовый, научил не находить какие-то грабли, мои дорогие. Все-таки карта говорит об этом. И королева жезлов теперь уже умеет хранить молчание. Она никому не говорит, а вы как раз молчание еще как умеете хранить. Но, видимо, по какому-то вопросу это может либо жизнь нам дать такой вот экзамен, или мы можем столкнуться с какой-то подобной, как в прошлом, ситуацией, когда счастье, удача любят тишину, и мы не можем себе навредить. Мы наблюдаем, у нас год змеи, это как раз очень символично. Анализируем и делаем выводы, чтобы пойти дальше каким-то более правильным путем или воспользоваться более правильным методом. Давайте мы дополним, с чем это связано. Почему это происходит или почему это произошло? Вот такая история. Или, может быть, из прошлого, правда? Тут что-то тянется. Почему подобная энергия? Какие события обуславливают? У кого-то вопрос личной жизни. Часто король Пентаклей нам говорит о людях семейных или о людях, те, кто в паре, или какой-то прежней истории. Часто это карты еще говорят о человеке, который достаточно надежен. Может быть, вы в целом анализируете окружение. Хотя я могу допустить, что это и вопросы вашего бизнеса, и в первую очередь финансов, когда ну ни в какую нельзя себе навредить. Тут надо что-то правильно просчитать. И, кстати, король Пентаклей, он тут великий маг и волшебник по части финансов. Почему? Да потому что у него тоже есть какой-то опыт, который он не хочет точно повторить. Иногда это вопросы, которые мы решаем в банках. Или пусть это ситуация, которая связана с посещениями инстанций, переговорами в плане чиновников. Но король Пентаклей не делает ничего просто так. Да, с одной стороны надежность, с другой стороны плоховато у короля с вдохновением, а потому что он великий практик и реалист. Значит, есть какая-то тема, может быть, даже она и касается личной жизни, но есть реальность. Вот, да, давайте посмотрим, что же, почему это произошло или почему это произойдет. Вот нужно какой-то жизненный экзамен сдать. По тройке Пентаклей мы идем вперед. Это всегда любая тройка, карта будущего. И она говорит, может быть, вот какие-то вопросы финансовые нужно
уладить, или все то, что касается чиновников, получения каких-то важных документов. Это вам как и четкость, как и ясность какую-то добавляет, так и своеобразный переход, вот этот прыжок в будущее вам более так уверенно можно осуществить. Но все-таки мы раскрываем свои таланты, мои дорогие, ведь это карта талантов, не только экзамены. Может быть, экзамен у кого-то буквально проигрывается, сессия, почему нет? Меня смотрят те, кто учится. Или пусть вы даже не обязательно это учебное заведение, прохождение курсов, приобретение сертификатов. И то, что мы изучаем, мы переложим на практику, а в последующем мы тоже получим финансовый эквивалент. Ну, где-то деньги не должны быть ради денег, хотя вот что-то подобное как раз вами и может, вот такие энергии могут вами владеть. Потому что король Пентаклей, как я сказала, ну, слабовато у него тут с вдохновением. Он настолько, ну, материалист, он настолько практик, что вот он выбрал для себя, обозначил словно, да, какую-то траекторию. Вот это для меня сейчас важно. Все, точка. Дальше он как-то не желает даже рассматривать новые возможности. Но все же у вас вверху карта королева жезлов, а она как раз умеет, мои дорогие, все рассмотреть. Она умеет работать с информацией, и она умеет правильно распоряжаться деньгами. Кстати, по части бизнеса, вот это единственная карта в колоде Таро, которая говорит о человеке, который очень грамотно ведет свой бизнес. А потому что, опять же, есть опыт, раз, есть уже теперь точное понимание, чего делать не нужно и куда я не пойду, но и понимание того, что люди подводят, да и обстоятельства складываются по-разному. Поэтому она и не предвосхищает события, не говорит заранее, чем будет заниматься, умеет хранить молчание, но и правильно провзаимодействовать с людьми. Кто знает, иногда мы можем услышать какую-то очень важную новость, словно поймать ее так на ухо, да, переложим на нашу реальность, и это нам может быть какой-то подсказкой. Что это еще может означать, что за событие? И вот четверка мечей нам всегда говорит о чем? Приведи мысли в порядок. Может быть, и есть какая-то пауза. Может быть, это подготовка к экзаменам. По этой карте все-таки у нас лето, когда я делаю наш расклад. Для кого-то эта карта будет символизировать отдых, отпуск, может быть и так, когда вы занимаетесь тем, что вы хотите осуществить или чем вам нравится заниматься. Может быть, и нужно даже привести мысли в порядок, и чтобы не было какой-то спешки, ведь все карты о медлительности. Поэтому, даже если у вас, мои дорогие скорпионы, сейчас вот ничего не происходит, это не просто пауза ради паузы, а здесь это как для обучения или как для создания какого-то нового тезис-плана. Значит, этот период нужно себе на пользу, как и отдохнуть, и мысли, понятно, в порядок, и тело в порядок, все-таки лето. Но, значит, есть какая-то новая стезя для вас, которую точно нужно обдумать, просчитать или от своей мечты не отказаться. По тройке Пентаклей мы можем первые шаги в новом бизнесе делать или в новом личном деле. Так вот, что же будет дальше? К чему же это все идет? Ну, карта жадины. Ничего не хочу. Хочу вот так присесть на сундучок и сидеть. Ну, вот все то, что я говорила по королю Пентаклей. Да, сохранять финансы стоит, это точно. Может быть, и королева жезлов где-то говорит, будь-ка ты как-то так прижимистый в расходах или начни изучать, может быть, новые системы взаиморасчета. Или рассмотри какие-то альтернативные варианты, что-то просчитай перед тем, как на что-то согласиться. Все-таки начинаем мы с карты королева жезлов, и мы сказали, что она как раз очень и предприимчива, и грамотна в своих, как и подходе к бизнесу, или просто даже в тратах. В какой-то информации она умеет правильно плавать или разобраться. Поэтому есть то две четверки, куда не следует торопиться. Или то, что нужно предварительно просчитать. Вот эти энергии где-то продолжатся. Но, может быть, карты говорят перед тем, как тратить. 150 раз подумай. Может быть и так, мои дорогие скорпионы. Но явно денежная тема. Это вы должны оставаться ресурсными,
как король Пентаклей. У него ни одна копейка мимо не уходит. Видимо, такой период. Опять же, тема денег продолжается. Что будет дальше? У вас тут на кону хорошие заработки могут быть. И это, кстати, когда вы что-то изучите, детализируете, переложите, но для кого личное дело уже сейчас присутствует, творчество или ваш бизнес, или построение карьеры, деньги могут приходить к нам от того, что мы должность поменяли, соответственно, оклады тоже какие-то другие. Вот есть тема денежная, и, может быть, ваши ресурсы, ваши знания, ваши таланты, они в каком-то правильном ключе должны быть у вас расположены. Или, по крайней мере, какие-то правильные приоритеты, мои дорогие, вы должны поставить перед собой, потому что карта будущего, мы не можем этого как бы отрицать, мы не можем говорить себе, что будет так, как было прежде. Нет, тут нужно в какой-то красивый узор на далекое будущее. Да, по девятке Пентаклей еще и надеемся сами на себя. Я не могу сказать, что это карта про чувства. Это дважды где-то про вот этого, который сидит на сундучке, жадина, который немножко сам по себе по части финансов. Но посмотрите, видимо, выход из какой-то патовой финансовой ситуации, я могу такое предположить, если для кого это актуально. Вы найдете обязательно возможность для себя решить какой-то вопрос. Но, может быть, еще нам карта говорит, ведь 20-й старший аркан, суд, страшный суд, он совершенно не страшный. Нам ведьмочка изображена, посмотрите, волшебная мелодия, как звучит, и от этого все приходит в движение, в какой-то волшебный трепет или какое-то волшебное вдохновение. Видимо, пока вы не стабилизируете какую-то ситуацию для себя, вам, может быть, и правда нужно быть вот таким, как король Пентаклей, или таким, который сидит на сундучке. Но подвести что-то к итогу и сделать первые шаги в будущее. И тут уже для вас появляются совершенно новые возможности и перспективы. Вам помогают конкретно, мои дорогие скорпионы, решение финансов, выйти из какой-то, как и старой, может быть, ситуации, надоевшей ситуации, патовой ситуации. По 20-му аркану мы оставляем прошлое в прошлом. Но это уже, как говорила, выздоровление, вдохновение, новая точка отсчета. Волшебная музыка. Вот такой знак судьбы. Следующий знак судьбы. Но, видимо, проверка на прочность продолжается. По 7 мечей мы не должны замечтаться. Мы должны, как и рассмотреть все, да, может быть, делить надвое, слыша разные новости или видя разные ситуации, явно куда-то не торопиться, осторожные действия, но и не рисовать себе каких-то иллюзий. Девушка рисует двери, и кажется, сейчас нарисую, откроется настоящее, а по факту ведь этого, мы знаем, не произойдет. Поэтому могут быть такие вот энергии, тут нам... Девушка, посмотрите, она, если мы повнимательнее рассмотрим эту карту, вроде бы как художник, да, но в чем она одета, не совсем передает безупречный вкус. Или то, как мы привыкли видеть на картинах, да, художника, кепка, которая, ну, как-то художникам не очень свойственна, оголенные плечи, то есть какая-то разрозненность может вносить хаос, путаницу, может быть, и наши, мы ни с чем никак не можем определиться, может быть, это в последующем, вот вроде бы, да, уже переход наметился, но после вот этого 20-го старшего аркана, вот как выздоровление, мы можем сами себя увести опять в прежние воспоминания или где-то соскользнуть на какие-то иллюзии, мои дорогие. А карта говорит, будь ты внимателен, карта вора все-таки называют эту карту. Пусть не в этой колоде, но тем не менее. Тут нужно беречь свое добро. А что же происходит? Но опять же, мы не должны повторить какую-то прежнюю минусовую ситуацию. Тройка мечей – это всегда карта прошлого, но и тройка сама по себе олицетворяет будущее. Очень красноречиво показано на карте. Будущее какое? А вот оно такое, но человека в этом месте, показанном на карте, уже нет. Вы уже в другом пространстве, вы уже в другой плоскости, вы уже оставили позади, вот как этот дневник, да, или какую-то мрачную комнату, разлитые чернила, и вот это израненное сердце, да, вы как, ну, это макет нам изображен, словно
Тот, кто находился на этой лежанке, сам воткнул 3 ножа и сказал, вот в этом точка, в этом точка и в этом. Больше нет возврата. Но мы делаем важные выводы. И здесь вам буквально помогает какой-то прошлый опыт не создать ситуацию для себя повторения дежавю. Вот интересно, с чем это связано. А вот смотрите, вы получите скоро известие. По этой карте вы набираете темп. Может быть, и будут какие-то сомнения, да, мы с вами говорим. Может быть, и люди будут, которые тоже пытаются тень на плетень навести или где-то говорят красиво, а мы можем с этим согласиться. Ну, самые разные могут быть ситуации, которые для вас, как еще своеобразный экзамен. Соскользнете вы в прошлое или все-таки пойдете куда-то дальше. По 8 жезлов это тоже иногда карта символизирует трансформацию, мои дорогие. Но это еще карта скорости, говорит о том, что, может быть, у тебя будет мало времени, Скорпион, чтобы подумать. Вроде как действовать нужно. И выделить какие-то минуты тебе все-таки нужно будет правильно проанализировать, чтобы не было эмоций, а рационально вот так определить, каким образом то или иное извещение, новость, событие вы можете переложить себе со знаком плюс. Мы по этой карте откликаемся или куда-то едем. Опять же, королева жезлов, правда? Тут какой-то прежний грустный опыт вам помогает. Я уже не повторяюсь, все то, что я говорила по прежней позиции. Может быть, это будет как человек, который пытается, знаете, в реку войти дважды и снова появляется в вашем пространстве или информационном пространстве. Может быть, и появляется, когда вы уже выздоровели, набираете темп, уже смотрите в другом направлении. А вдруг тот, кого мы долго, может быть, ждали, теперь, наоборот, проанализировал и думает, эх, жаль, упустил или упустила. Ну вот что-то подобное может быть. Хорошо, а к чему же все идет? Что будет дальше? Но вот по 7 жезлов мы не должны, как вот смотрите, 2 семерки. И по 7 ведь это всегда на нас воздействуют другие. Это не есть наш какой-то приоритет и интерес, а это больше интерес чей-то. Может быть, и здесь, да, вот этот интерес по 7 мечей, тут тоже не случайно говорят карта вора, да. Кто-то зарится на наши ресурсы или кто-то зарится буквально на наши деньги, почему нужно быть осторожному. Но если мы про ресурсы, вы ведь можете ваши таланты прикладывать, ну, даже к какому-то, как к работе, да, выкладываться по максимуму, а потом бонусы получит кто-то другой, а вы останетесь ни с чем. Вот все-таки вот не должно быть вот этого ни с чем или из раненого сердца. И могут нас тут уводить от истины какой-то, рассказывая какие-то небылицы, да все что угодно. По 7 жезлов все средства хороши, лишь бы мы на что-то согласились. Так вот, вам нужно правильно делать выводы какие-то и выбор, это точно. Но, видимо, по пажу пентаклей именно нужно продолжать то, возможно, что вы начали. Или какую-то вашу очень правильную стратегию, тактику, вот как по первому варианту. Как и в отношении, может быть, работы, так и в отношении конкретного человека. Словно карта. Может быть, это выбор, мои дорогие. Когда вам придется еще раз что-то изучать, дополнять или рассматривать новые варианты сотрудничества, новые варианты работы. Да, мы не можем стартануть и бросить все, как бы уйти в никуда. Нет, тут мы должны себя беречь, безусловно. Может быть, и приходится где-то держать марку и соглашаться на какие-то варианты, потому что выбор невелик, но при этом, значит, быть максимальным реалистом, понимая, что да, согласился на короткий период времени, но при первой возможности я делаю старт в сторону самого себя или самой себя. Что же это, к чему все идет? Но вот правда, даже если какая-то история, смотрите, вы можете все-таки повторить какое-то дежавю. Я такое допускаю, мы все разные. Какой-то человек, как я говорила, может попытаться в реку войти дважды. Это может быть по работе, может быть и по личной жизни. Но, видимо, все равно вы расставите все по местам. Потому что по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Или буквально уходим из тех отношений, когда, как игра в одни ворота, не было отклика, не было взаимного энергообмена. И уходит наша девушка налегке. Поэтому будьте внимательны, правда, не повторить какое-то дежавю.
Вот такой знак судьбы. Или если приходится повторять, то тогда, вот как я говорила, понимать, что у вас какие-то свои задачи, у вас своя миссия, мои дорогие. И вот в последующем по девятке жезлов, вообще девятка, это перемены. И здесь нам показан человек, который несет двери в этой колоде, если открыты или закрыты двери. И предыдущая позиция, вроде двери закрыта, может быть и появляется какая-то возможность, или человек возвращается, нам кажется, вот эта дверь открылась, но на самом деле этого не происходит. И вот теперь человек ставит дверь, чтобы себя обезопасить. Новое отношение к качеству жизни, новое отношение к самому себе, к своим собственным ресурсам, талантам. По этой карте мы становимся более продуманными. По этой карте человек учится правильно отказать или правильным способом, или тем людям, которым стоит отказать, но сделать это красиво. Иными словами, дверь ведь он поставит, и кому-то вход в его жилище, место безопасности, в его как цитадель и крепость будет закрыта попросту. И есть, тем не менее, по этой карте те люди, которые вас любят. Поэтому, может быть, и сужается, мои дорогие, круг вашего общения. Вы его будете точно фильтровать, пересматривать. С чем это связано? Правосудие. У кого-то, может быть, и вопросы завершаются, или где-то они уже были в какой-то предыдущий период, и с первой, кстати, позиции подобная ситуация, она могла быть обрисована, потому что если суды были, ну, может быть, и тянутся долго, то все равно есть какая-то сфера ваших интересов, и она чисто материальная должна быть, как будто уйти ни с чем мы не можем, сохранить свое мы тоже должны, но тем не менее приходится учитывать и закон, и договариваться, ведь тоже приходится держать баланс. Вот какая-то прежняя, опять же, история, может быть, и пережитая по правосудию, всегда проходит закон причины и следствия, как закон кармы, мои дорогие, есть такой период. Значит, как и прошлые ошибки мы не должны повторить, но и так и договариваться приходится. Быть беспристрастным в суждениях. А еще один момент – поступайте по закону, не идите против власти, не идите против вот того положения, что принято в обществе, или против менталитета, против системы иерархии. Все же карта об этом говорит. И прежде чем ты на что-то согласишься, найди, может быть, недостающую информацию, что-то изучи или обратись к специалисту, буквально, может быть, к юристу, адвокату. С чем это связано? Максимально себя сохраняйте в финансах, это точно. Сохраняйте, как и дом, полную чашу. Вот не случайно эти двери. Сохраняйте свой бизнес, свои возможности. Какое-то рациональное отношение к деньгам присутствует. Ну и продолжайте. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но все-таки элегантные какие-то действия от вас предусмотрены. Может быть, у кого-то перевод вашего личного дела, творчества, бизнеса на какую-то новую ступень развития, или когда вам приходится отправляться к чиновникам для того, чтобы провести важное согласование. Вот, видимо, этим и обусловлено. О себе много тогда не рассказать, мои дорогие. Умейте держать паузу, точно. По тузу мечей вы какой-то выход из лабиринта определенно совершите. У вас закончится какая-то, ну, может быть, даже разрушающая история, если это было связано непосредственно со слушанием в судах. Здесь есть возможность договориться. Может быть, и вам придется где-то слышать противоположную сторону и находить, ну, как принимать Соломоново решение. Но для вас даже Соломоново решение, мои дорогие, будет выходом из лабиринта, потому что это что-то заканчивается. А еще это может быть какая-то новость, которая связана, пусть даже в средствах массовой информации, вы это слышите, с учетом аркана правосудия. Это как по закону. Это как новая реальность, которую вам нужно принять и отстроить свое качество жизни. Давайте мы узнаем, к чему же это все идет или что будет дальше. Что за этим всем следует. А еще будет как и информационный хаос, так и будут люди в вашей жизни. Будут... Кто-то ведь в нашу жизнь приходит на время. Нам кажется иногда, что это надолго. Или нам хочется так думать. А на самом деле
Человек появляется в нашей судьбе на какой-то определенный период времени, потому что мы ему нужны, но и он нужен нам. Поэтому надеяться нужно на самих себя. У нас здесь конкретно хаос какой-то, когда в товарищах согласия нет. Да, вот у нас спорят ведьмочки, никак не могут прийти к какому-то взаимному вердикту, может быть, или к какому-то общему знаменателю не могут прийти. И коты тут тоже у нас шипят. Да и это варево, которое в котле никак не варится, а пузырится. Ну вот какое-то состояние, когда крокодил не ловится и не растет кокос, мои дорогие, правда. Оно может быть повторено. Вот что будет дальше, будьте к этому готовы. Не успокоишься, нет. Но это вам, кстати, дает возможности. Посмотрите, вам дает... Вот этот хаос вам дает возможность куда-то стартануть, а в последующем это будет означать успех. К примеру, может быть и внешняя какая-то обстановка, а прежде вы хотели куда-то переехать или хотели купить какое-то жилье. К примеру, я вот банально, и уже так заприметили, а жилье дорого, и не хватает, да, или нет возможности, то тут вот даже какая-то неразбериха, которая для вас складывает как раз какую-то более приятную палитру, когда вы сможете это либо приобрести, либо какие-то ресурсы будут, либо внешние какие-то, ну, может быть, даже законы где-то меняются, и вам дают определенный приоритет для того, чтобы осуществить то, что вы бы хотели. Ведь это карта успеха. Но этот успех приходит от правильно приложенных усилий. Но это может быть еще и выбор, мои дорогие. Туда или сюда. Вот вы несколько раз в ближайшем будущем можете становиться перед этим выбором и спрашивать себя, что же я хочу продолжать. Но раз у вас аркан правосудия, здесь вам словно по судьбе. И по колеснице нам снова говорят, вот как 20-й старший аркан, тебе отсюда только вперед. Прекрасная карта возможностей, и по сути дела это как какая-то победа, и она будет означать действительно, что вы окончательно в прошлое закроете дверь. Значит, какой-то вопрос, может быть даже по закону, вы решите. Это какой-то период, может быть, тянулась какая-то ситуация, да, из нуля в рогожечку, или все время что-то менялось, или даже судебный процесс, который все время что-то там добавлялось, какие-то новые, может быть, сведения, еще что-то. Но это все завершается. Мы словно прежде не могли действовать, опять же, по этой карте. Нам показан, ну, как ведьмочка, которая пытается дотянуться до этой метлы, но по факту она обездвижена. Но вот эта карта, она и говорит, ты закрываешь прошлое дверь. Уже теперь это не имеет никакого значения. И поэтому даже из какого-то минуса, мои дорогие, вот тот опыт, который для вас приносит плюс. И кто знает, пусть вокруг, посмотрите, еще тысячи неопределенностей. У вас вот этот прежний опыт как будто дает вам фору вперед для того, чтобы сориентироваться в продолжающемся хаосе. Или даже если вокруг вас обстановка пока, ну, какая-то двусмысленная, непонятная, так вот, все вот эти пережитые прежние моменты или ваши какие-то аналитические выводы, они вам дают правильные ориентиры, в какое же направление следует двигаться, что следует продолжать, а что следует завершить. Поэтому, видимо, сильная позиция, она у вас складывается точно из опыта. И вот как и эта карта говорит, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но, видимо, следом за этим есть и возможности, но еще и будет какой-то важный выбор. И девятка нам тоже говорит о переменах, как я сказала. И себе не навредить, это будет задача номер раз. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.